В этом уроке я продолжаю тему «Обязательные базовые навыки». Если вы не умеете шить или шили, но очень мало, этот цикл видеоуроков для вас. Итак, сегодня я буду использовать постельное белье, старое, использованное, ненужное мне. Это предлагаю сделать и вам. Если у вас такого нет, значит покупайте ситец или бязь и тренируйтесь. Делайте то, что делаю я. Вначале нам нужно обязательно всегда наш материал перед раскроем нужно утюжить. Затем, после того, как мы отутюжили материал, для этого урока нам понадобится нарезать несколько образцов вот таких вот парных. 4 пары. Сейчас я покажу, как это сделать быстро, без линейки. Размер можно на глаз 15 на 15, 10 на 15, 12 на 15. Сейчас это не принципиально. И нарезаю по линиям заутюженным. Если хотите, можете это все расчертить под линейку, но так быстрее. Теперь пересаживаюсь за швейную машину. Выставляю ширину стежка 3 мм. Если вы не смотрели первый урок, обязательно посмотрите. Все 4 образца я буду прошивать только одним швом. Как всегда, в начале и в конце шва мы делаем закрепку. 2 образца я прошиваю шириной шва на ширину лапки, вернее. Да, ширину шва делаю шириной лапки. Не забываю нитки обрезать в начале шва и в конце. Цвет ниток сейчас принципиального значения не имеет. И следующие 2 образца парных я прошиваю шириной 1 сантиметр. Если у вас современная машина, неважно бытовая или промышленная, на ней должны быть вот такие вот насечки. 1 сантиметр, 1,5-2 сантиметра. Вот я выбираю 1 сантиметр сейчас. Немножечко усложняю, постепенно усложняю вам задачи. Если в предыдущем видео мы прошивали все швы на ширину лапки, я еще раз объясню, что я делаю и что я сейчас от вас хочу. То сейчас я сделала 1 шов на ширину лапки. Вот эта ширина припуска. Вот здесь я сделала шириной 1 сантиметр. 2 таких, 2 таких. Опять идем к утюгу. В процессе работы, чтобы вы не шили любое изделие, вам всегда нужно будет работать еще и с утюгом. Влажно-тепловая обработка имеет большое значение, очень важное значение для посадки изделия. Придает определенную форму, и нужно будет делать швы в разутюжку, в заутюжку и другие. Сейчас некоторыми из них я вас познакомлю. Берем горячий утюг. Я использую вот такой утюг с антипригарным покрытием.
Выставляю, у меня здесь 3 режима, я выставляю 2. Вы должны попробовать на своем. И обязательно с паром вот раздвигаю пальцами вот эти припуски, вот эти края, это припуск на шов у нас. Раздвигаю пальцами и разутюживаю все 4 образца. Вот здесь у нас получается шов в разутюжку. Теперь берем один из припусков и на противоположную сторону как бы перебрасываем. У нас получается с вами шов за утюжка. Шов за утюжку. Но для того, чтобы, казалось бы, почему сразу вот на ту сторону, зачем нужно вначале разутюживать? Если вы не разутюжите, у вас не будет красивого рельефа с лицевой стороны. Поэтому вначале шов разутюживается, а потом заутюживается на одну из сторон в зависимости от того, в какую сторону вам нужно в конкретном изделии, в конкретной ситуации будет. Но так или иначе, эти базовые навыки применяются при пошиве любого изделия, одежды, там, аксессуаров, там, ну, например, подушку для колец делаете, где-то какой-то шов нужно разутюжить. Кто-то не разутюживает, но вообще-то разутюживать надо. Поэтому вот об этом я сегодня и говорю. Теперь следующий шов. По лицевой стороне вам понадобится как минимум 2 шва делать. Шов с кантом, отутюживаем, вернее, с кантом и отутюживаем на ребро. Так, что такое на ребро и что такое с кантом? С кантом это значит оставить вот здесь 1 миллиметр. Перегибаем материал так, чтобы с одной стороны у нас остался 1 миллиметр. И утюжим с паром. Вот у нас получился кант шириной 1 миллиметр. Берем следующий образец и утюжим уже без канта на ребро. То есть у нас канта нет ни в одну, ни в другую сторону, четко на ребро. Если вы возьмете шелк или шифон, вот сейчас для этих образцов, вам будет очень тяжело работать. Поэтому возьмите вот постельное белье, не шелковое, как вы уже поняли, а именно бязь, или просто купите материал бязь или ситец. Вам будет легче освоиться. Вот наш шов на ребро. На этом все. До встречи в новых видео.